Каждодневная рутина, работа с 9 до 6, начальник с переменчивым настроением и пресные лица коллег. Надоело? Тогда пора задумываться о собственном бизнесе и работе на себя. С чего начать и что попробовать? Сегодня поговорим о тех бизнес-идеях, которые можно начать в собственном гараже с небольшими вложениями и даже не уходя с основной работы. Интересно? Ставь лайк, подписывайся на канал. Поехали! На пятом месте нашего рейтинга расположилась стекольная мастерская. Я уже вижу, как вы скривились, и уверен, что напрасно. Почему? Да все просто. В представлении большинства людей стекольная мастерская занимается нарезкой оконных стекол, а в эру пластиковых окон тема как бы умерла. Но вы однозначно забыли про несколько немаловажных факторов. Итак, первое. Мастерская по нарезке и замене оконных стекол в гараже просто не может работать. Причин достаточно много. Основные: слишком мало места, необходимость регистрации. Скорее рано, чем поздно такая деятельность привлечет внимание правоохранительных органов. Трудно завлечь клиентов. Второе. Тема с окнами действительно мало актуальна. Но не забывайте, из стекла делают еще очень много других бытовых вещей. Как варианты могу предложить: часы. Да, вы не ослышались. Самые примитивные настенные часы, состоящие из стекольной основы с гравировкой и небольшим механизмом. Как это работает? Вы делаете основу, а механизм заказываете с Китая. Стоят они копейки. Аквариумы. Согласен, они продаются готовыми. Но немного креатива или правильно поданная реклама с предложением изготовить его под размеры и требования заказчика, и вуаля. Столы и полочки. Основная фишка в том, что именно вы сможете предложить клиентам изготовление под его индивидуальные потребности и размеры. И главное, не забываем о нанесении рисунка, делающую вещь неповторимой. Зеркала с рисунком и без, и главное, любой формы и размеров. Поделки из стекла, без нервов. Сам не страдаю наличием творческих талантов, так что не стоит креативить. А Google в помощь, и наличие массы готовых макетов и идей гарантировано. Теперь о главном. Что нужно для организации такой мастерской? Помещение. По умолчанию у нас есть в наличии гараж. Но какой бы он ни был хороший, обязательно сделайте вентиляцию. Причем сразу приточно-вытяжную с принудительной циркуляцией воздуха. Расходы будут в размере пару сотен долларов. Но здоровье и безопасность важнее. Оборудование. В начальный набор обязательно должны войти раскроечный стол, его можно сделать самостоятельно, алмазные резаки, не менее 5 штук, оборудование для обработки торцов, для художественного гравирования, пескоструйная установка. Закупка стекла. Первоначально закупку делаем исходя из прописанного плана. К примеру, пару листов для аквариумов, лист для часов, пару листов для тренировки и в изготовлении столов и полок, а дальше по мере потребностей. Организация собственного канала реализации. В качестве оптимального варианта выбираем магазин в интернете с активной рекламой в социальных сетях. В двух словах о стекольном бизнесе все. Но когда ролик наберет больше 10 тысяч лайков, обещаю раскрыть тему больше с описанием нюансов организации бизнес-процессов. И двигаемся дальше. Четвертое место рейтинга. Выращивание микрозелени. Я опять вижу кислое лицо или сарказм. Дайте мне пару минут, и я расскажу тебе, что как минимум стоит задуматься. А так ли это нереалистично? Что ты знаешь о микрозелени? Это молодые побеги растений, которые используют как в пищу, так и для украшения. Правильно? Но знаешь ли ты, что для выращивания микрозелени не нужно больших площадей, что ее продают граммами, и главное, ее основные потребители – это люди, ратующие за здоровый образ жизни и готовые платить деньги за качественный и свежий товар. Как выращивать микрозелень? Все достаточно просто. Первое. Берем контейнеры, можно даже обычные подносы. Нюанс. Обязательно должны быть сливные отверстия для удаления излишней воды, которые делать можно самостоятельно. На дно укладываем ткань, лучше мешковину. Сверху засыпаем тонким слоем выбранных семян. Второе. Помещаем в боксы и регулярно поливаем. В боксах необходимо предусмотреть освещение с лампами солнечного света. Третье. Убираем урожай. В зависимости от культуры, выращивание микрозелени занимает от 1 до 3 недель. Кстати, популярностью пользуются не только микрозелень, а и проростки. Разница заключается в периоде уборки урожая. Если первое – это растение, раскрывшее 2 первых листочка,
то второе – это сам росток, который не распустился. Как видите, все просто. Теперь о площади. На самом деле выращиванием занимаются на стеллажах с высотой полки в 25-30 см. Это означает, что каждый квадратный метр стеллажа – это 6-7 квадратных метров посевных площадей. Итого, в обычном гараже площадью 20 квадратов можно организовать не менее 10 квадратов гидропонных стеллажей, которые равны 70 квадратов посевных. Но, как всегда, есть три главных нюанса. Первое. Нужна очень хорошая вентиляция. Причем я вам рекомендую внимательно посмотреть на датчики и рекуператоры. Относительно датчиков все просто. Их на рынке много, и они позволяют включать или выключать систему в зависимости от температуры и влажности. В данный момент критически важный. Плюс обустройство рекуператора. Не нужно хвататься за голову после просмотра цен в интернете. Рекуператор можно сделать самостоятельно и достаточно дешево. Просто его наличие позволит существенно экономить на отоплении. Второе. Полив. Собственно, это единственный существенный фактор при выращивании микрозелени. Освещение важно, но оно проще. Поставил лампу и забыл. Кстати, удобрять растения или лечить не нужно. В этой стадии вегетации все нужные элементы поступают с семян. Что с поливом? Тут опять говорим про автоматизацию и использование новых технологий. Возвращаясь к теме датчиков, самый простой вариант – установка временных реле, которые будут запускать систему полива с определенным интервалом. Лишняя влага будет уходить через сливные отверстия. И еще одно. Для экономии и обеспечения максимальной эффективности применяйте туманообразующие распрыскиватели. Третье. Отопление. Помещение маленькое, так что возвращаемся к нашим датчикам и электрическим обогревателям закрытого типа. Но запомните, поддержка минимальной допустимой температуры критически важна. Если с жарой бороться можно с помощью увеличения интенсивности полива, то падение температуры растения очень не любят. Останавливаться на стеллажах не буду. Там реально все просто. Обычный ящик с лампами. Изготавливать его можно из дерева, железа и даже пластика. Единственное, укутываем их с помощью обычной полиэтиленовой пленки, формируя закрытые боксы. И разводим туманообразующие опрыскиватели. Вот получился гидропонный стеллаж. Подключаем датчики к системе водоснабжения и получаем автоматизированную гидропонную установку. Остается только один вопрос. Кому продавать? Вспоминая про интернет и желание большинства, ну или скрытые мечты большинства, иметь собственный интернет-магазин, вот вам и товар для бизнеса. Отмечу, что несмотря на наличие конкуренции, именно вы можете стать лидером в своем городе или районе. Почему? Да все просто. Товар очень нежный, и его лучше употреблять свежим. И это только первое. А вот второе – это возможность подстроиться под клиента и выращивать именно то, что он больше любит. Имея как минимум два отличительных конкурентных преимущества и относительно несложное выращивание, можно создать действительно успешный малый бизнес. Перед тем, как двинуться дальше, напомню. Пишите в комментариях вопросы и пожелания. Если наберем 10 тысяч лайков, то выпущу отдельное видео о микрозелени и о том, как организовать процесс выращивания в условиях гаража с техническими нюансами. Третье место. Изготовление постельного белья. Согласен, звучит банально. Но данный ролик построен исключительно на тех идеях, которые были реализованы на практике. И я видел и знаю, как это работает. Как возникла данная идея малого бизнеса. Все банально. Чистая экономика. В себестоимости изготовления любых текстильных изделий материалы занимают порядка 20-25%. Вы спросите, при чем тут это? Все просто. Приведу пример. Условный комплект постельного стоит $10. Из чего состоит цена? 30-40% наценка продавца, 10-15% наценка дистрибьютора, 25-40% расходы на оплату труда, 20-25% расходы на материалы. И что получаем? При цене комплекта в $10 его реальная себестоимость по материалам составляет не более $2-2,5. Вот вам и прибыль. А теперь два основных момента. Первое. Рынок интернет-торговли растет бешеными темпами. Плюс уже сегодня существует масса самых разных инструментов, которые позволяют обычному человеку быстро создать, поддерживать собственный интернет-магазин или страницу в социальной сети. Именно это дает возможность создавать устойчивые каналы реализации. Второе. Постельное белье – тот вид текстильных изделий, которые можно без особых сложностей шить в домашних условиях с минимальным оборудованием. Правда, выделить определенную площадь все-таки нужно, для чего просто идеально подойдет гараж. Что нужно для оборудования гаража под пошив постельного белья? Хорошая вентиляция, отопление и обязательно очень хороший свет. Что нужно из оборудования? Швейная машина. Можно использовать промышленные машины, бывшие в употреблении. Паровой утюг. Машина для обработки петель. Гладильная доска. Нитки, ножницы, мелки, фурнитура, бумага для кройки.
Ну и конечно раскроечный стол. Его размер не может быть меньше, чем 1,80 м на 2 м. Понравилось? Поставь лайк, а мы переходим к следующей идее. Второе место рейтинга реальных бизнес-идей для гаража занимает мини-коптильня. Вы удивлены? Я тоже был удивлен, до тех пор, пока сам не попробовал. На самом деле, из сегодняшнего списка эта бизнес-идея самая простая в реализации и, откровенно говоря, больше всего подходит тем, кто не готов уйти с основной работы. Как же организовать мини-коптильню в гараже? Все так банально. Покупаем кап и все. Ну, может не все, но на 70% точно готовый бизнес. Правда, есть нюанс. Небольшой готовый шкаф объемом в 15-20 кг стоит порядка $1000. Но если нет денег, можете сделать его самостоятельно. Ничего сверхумного или трудного там нет. Схемы в интернете есть. Единственное, на что стоит обратить внимание, так это на нержавейку для внутренней камеры. Советую поискать советскую столовую нержавейку, тогда ваша камера будет вечной. Процесс организации бизнеса состоит из двух частей. Первое. Мариновка. Пробовал массу рецептов и всяких вариантов. Но лучше всего работал простой вариант. 40 грамм соли, 20 грамм сахара на 1 килограмм мяса. Курица маринуется сутки. Другие виды мяса чуть дольше. Если будете коптить холодным копчением, то вместо обычной соли добавляйте нитритную. Второе. Копчение. Первых 4-8 часов провяливаем. Дальше процесс копчения. Вот здесь уже есть нюансы. Существует горячее, холодное копчение, использование разных видов древесины, время копчения и так далее. Что важно помнить? Это, конечно, про вентиляцию. Сам коптильный шкаф, основная труба, выводится на улицу, но обязательно устанавливайте дополнительный вентилятор на подачу воздуха в сам гараж. За счет принудительного нагнетания в гараж создается повышенное давление. И весь дым, ну или почти весь, будет уходить на улицу. Еще одна немаловажная деталь – это обустройство под коптильным шкафом стока для жидкости. Как во время копчения, так и во время мытья выделяется достаточно много жидкости. Ее нужно отводить. Про ассортимент продукции я просто молчу. Тут и так все понятно. Отмечу, что очень хорошо зарекомендовали себя копченые цыплята. Они у нас разлетались просто на ура. Больших бройлеров не берите. Нужно небольшие, от 1 до 1,5 кг птушки. Но не забывайте, что такой шкаф прекрасно работает не только для копчения, но и для вялки рыбы, особенно зимой. Теперь относительно конкуренции. Если не будете загибать цены и обеспечивать достойное, подчеркиваю, даже не хорошее, а просто достойное качество, то получите поток постоянных покупателей. Кстати, любой магазинный продукт по вкусовым характеристикам даже рядом не стоит с натуральным копчением. Разве что премиум линейки, но цены там просто улет. Ну а мы двигаемся дальше. Кому понравилось, лайк, подписка. А мы переходим к первому месту. На первом месте у нас изготовление ремней и кожаных изделий. Почему я считаю, что именно эта идея? Первое. Все просто. Бизнес-идея по изготовлению ремней и кожаных аксессуаров имеет наибольшие перспективы с точки зрения расширения географии продаж и как следствие роста прибыли. Все дело в продукции. С одной стороны, такое производство это все-таки больше ремесло, которому можно научиться и делать реально эксклюзивные изделия без особых творческих талантов. То есть получить продукцию handmade. С другой стороны, именно такие товары можно без проблем продать за границу, особенно если они будут ручной работы, и получить за них очень приличные деньги. Цены в США и ЕС на подобные изделия намного выше, чем внутри государства. При этом организация небольшой мастерской в собственном гараже является легко реализуемой идеей. Что для этого нужно? Швейная машина, которая может работать по коже, пресс для проклейки частей изделий, шлифовальную машину, набор инструментов для тиснения и гравировки по коже, набор ножей для обрезки, подрезки. Дальше существует два варианта изготовления ремней. Многослойный, когда де-факто ремень состоит из трех основных компонентов – лицевого, подкладки и нижнего слоя. В таком варианте все склеивается и наносится гравировка на лицевой слой. Однослойный. В таком варианте сам ремень вырезается с готовой кожи и на него наносится гравировка или проводится покраска. Применяемая технология зависит от того, какой именно ремень вы хотите сделать и какую кожу будете использовать. По экономической составляющей товар штучный. И рентабельность каждого изделия может отличаться. Но на практике могу сказать, что на условно дешевых и массовых изделиях прибыль составляет порядка 50%. А вот отдельные изделия из высококлассной кожи, в нашем случае это была кожа страуса, прибыль составила 480%. Правда, там мастер нанес очень специфический орнамент с рядом эксклюзивных украшений. Конечно, вы не сможете зарабатывать на каждом ремне по 200% прибыли, но достойный уровень дохода после наработки каналов реализации вам гарантирован. Что важно в этой идее? Первое. Не нужно пробовать продавать с колес.
Купите минимальный набор ножей и инструментов для гравировки и пару месяцев поработайте руками. Поэкспериментируйте. Обязательно посмотрите, какие и кто продает ремни на том же Амазоне или других подобных площадках. Второе. После того, как наберете минимальный комплект ремней, к примеру 20-25 единиц, хорошо сделанных, пройдитесь по магазинам и одновременно создавайте свои страницы на всех торговых площадках в интернете. Запомните, ваша оптовая цена должна быть на 20% ниже, чем та цена, которую вы выставили в сети. И при этом посчитайте себестоимость, чтобы знать, какую цену можно ставить без убытка. Третье. На первых порах не гонитесь за прибылью и количеством. Основная фишка этого бизнеса – качество и уникальность. А с ростом известности появится и сверхприбыль. На этой оптимистической ноте сегодня все. Если было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И напомню, когда видео наберет больше 10 тысяч лайков, обязательно выпущу отдельный ролик по бизнес-идеям с рейтинга, о которых вы просили в комментариях.